Вот он, символ моего, да и вашего, скорее всего, детства. А давайте вспомним фильмы и мультики оттуда. Ну, конечно же, Гарри Поттер, да? Звездные войны лично мне не очень нравились, не мое. Но вот это мне нравилось. В общем, мне нравилось все, где есть крутой главный герой. И он особенный. Я бы даже сказал, избранный. Блин, создается ощущение, что все мультики, фильмы и книги, потребляемые нами в пиздючестве, были про избранных. Не кажется. Если зайти, например, в топ Кинопоиска за 1990-2009, то из 200 первых произведений сотня будет о культе избранности. Буквально каждый второй фильм или мультик. Избранный Молния Маккуин — самая быстрая машинка в мире, тупо потому что да, Кунг-фу Панды, Вольты, Стичи, все ваши любимые персонажи из ваших любимых мультиков от любимых кинокомпаний. И все в мире кинокомпании именно так и делают. Я не преувеличиваю. Наруто с лисой в пузе и еще 1000 тайтлов, где главный герой избранный и особенный. Тут даже разжевывать не нужно. Разного рода мосты в Терабитию, Нарнии, Властелины колец. Они, конечно же, отправляются в ту же самую калиточку. Ну, а про жирную, такую слизенькую супергеройку я вообще ничего говорить не буду. Одно слово — я кушаю. Одно слово — Танос до сих пор поднимает тысячи черенков у мальчиков по всей нашей необъятной до сих пор. Я вот съел в прошлом кадре яблоко и только разодорил свой аппетит. Поэтому вы слушаете закадровый голос, а я поем чипсики. Ну, если вы не против. Приятного аппетита, Захар в кадре. А я вот голодный, сука, сижу, озвучиваю этот текст. Ладно, давайте вскользь заденем и другие способы потребления контента. Избранностью перенасыщена вся детская литература от серии книг «Сталкер», которыми зачитывались мои одногодки-мальчишки, до любых девчачьих романов вроде «Сумерек». Музыка. Ну, ее в нашем детстве тупо не было. Баста, Каста, Гуф с одной стороны и Ария Кишмиш с другой стороны. Ну и как бы американская музыка, которая тупо не в счет, потому что мы не понимали слов. Это сейчас у вас есть ушные друзьяшки ВКонтактик и Спотик с миллионами исполнителей и миллиардами треков. В нашем это детстве тупо отсутствовало. Поэтому в целом аудиоконтент из этого списка можно исключить. Если в 80-е похожая тенденция по количеству избранного контента плюс-минус сохраняется, все-таки «Звездные войны» вышли именно тогда, я про вот эти, самые популярные части, то заглянув еще назад на парочку поколений в прошлое, подобных произведений мы практически не увидим. Важно подметить, рассматриваемый великое и могучее СНГ, что правильнее, так как судить о западном контексте лично я не возьмусь. Короче, о какой избранности вообще может идти речь во времена 80-х и ранее, особенно ранее, в государстве, где все общественное, и даже за условно спрятанный в портфеле мандарин, которым ты не поделился с коллективом, могут обоссать. Меня и вас всю жизнь окружали избранные. С великой целью. Ты матери помочь не хочешь? Уебан! Проглотив очередную порцию контента, ты начинаешь не просто воображать, ты чувствуешь себя героем, который стремится к великим делам, но сталкивается с ней. С реальностью. Так, сына, не придумывай. Вот это твоя гиперактивность. А вон ребята в классе. Почему ты не можешь быть как все? Как будто бы есть какое-то противоречие, которое ломает мне голову от общества большого, общего такого, знаете, окружающего, и общества соседствующего, которое ближнее, рядышком, авторитетное. Одни говорят одно, другие говорят другое. И такое двойственное послание, оно ломает и путает неокрепшую психику, и остается в ней зерном, которое однажды прорастет. Мне надоело. Ты взрослый суколоп. Ну пойди, помоги матери. Сходи, я не знаю, мусор выбрось. Разве вам не знакомо чувство того, что то, чем ты занимаешься, недостойно тебя? Ответь на вопрос честно. Ты ведь чувствуешь, что ты должен, обязан изменить мир, сделать что-то такое, что может только избранный. Да, ты такой не один. Нас 25 тысяч!
и мы идем разбираться. И усугубляет это чувство современная фейковая реальность, которая трубит рупором на все интернеты о своих сверхдостижениях. Вот эти. Настоящий тайский вайб и вайб миллионера 18 — это 18 лет переехать на Пхукет. Здесь вот такой вот кайф. Я очень рад, что я занимаюсь криптой, и благодаря этому могу жить абсолютно в любой стране. Я заработала свой первый миллион в 20 лет. И скажу так, это ничтожно мало. Я не понимаю, почему все вокруг мечтают стать миллионерами. Ну и хуета, если миллион конечно. по факту... Чтобы понять, что испытывает человек сейчас, важно задаться вопросом. А сколько в своей жизни твои мама и папа видели сверхуспешных людей? Я подчеркиваю, сверх! Начальника и друга Серегу, который поднялся. Все, мы же видим их сотнями, если не тысячами. И все они ведут с нами интернет-диалог, общаясь с нами через экраны на «ты», в том числе поддерживая зрительный контакт. Твои родители, конечно, могли ассоциировать себя с Брэдом Питтом, но навряд ли они чувствовали себя после этого таким ничтожеством. Отдельного упоминания, конечно же, удостоятся разного рода инфобизнесмены, цыгане, как их там еще называют? Приколдесы, одним словом. Вот он, атлант, расправивший ляжки. Ну, вещай. Во-первых, нужно понять, что зарабатывание денег – это не вопрос того, что ты умеешь. Это вопрос того, насколько сильно ты хочешь. Когда начинается зарабатывание денег? Должны совпасть 3 обстоятельств. Что-то булькает там миньон ебаный. Ну, без... Сука. Человек должен понимать, что он реально Мне плохо бесит. живет. Вас тоже? Ставь лайк, если да. Ну вот он и его друзья-фиксики, может быть, кого-то и мотивируют, но у большинства они вызывают чувство собственной никчемности и зарабатывают на этом баснословные деньги. Пошел ты нахуй! Мне эти эмоции не нужны, я позитивный человек. Так, куда же я шел, мальчики и девочки? Кто-нибудь подскажет мне? Точно, я шел выбрасывать мусор. Давайте посмотрим, может быть, я смогу выбросить его там? Нет, может быть, я смогу его выбросить там? Нет. И что делать-то, блин? Сука. О. Хуй себе. Ай, блин. Ебать, ты меня напугал, нахуй. Воу-воу-воу, послушай, дружочек, я слышал, какую телегу ты тут задвигал. Кстати, дорогие телезрители, подписывайтесь на Захара телеграм-канал. В общем, хочу дать тебе совет. Какой ты хочешь дать мне совет, бомж? Есть великая книга «Тысячеликий герой». Держу пари, ее продажи подскочат. Я прочел ее в Киеве этой дикой весной, как в запое, уйдя в одиночество. Меня бросил язык мой, был полный тупик. Ты не знаешь, что это такое. Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти. И в основе любой истории есть один и тот же мотив. Какой? Кто-то слышит далекий голос. Он выходит из дома один. Он идет по дороге из города в темный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьется с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он все продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернется домой, но уже не тем, кто уходил. Если я не хочу убивать дракона, если я хочу, не знаю, в компик играть целый день и чурки пилить, вот нравится мне деревья, блядь, рубить, я хочу стать дровосеком, сейчас это только что понял. Иди отсюда нахуй, Нурмис ебаный! Серая масса ебучая, книжки надо читать, чтобы умным быть. Сильным надо быть, чепуш ты ебучий. Босс Нормисов назвал меня Нормисом? Быть нормисом – это позор, вы же в курсе? Эта мысль педалируется последние лет 10. Также в последнее время подобных ребят презрительно называют NPC или NPC-челик. А для того, чтобы тебя записали, собственно, в ряды нормисов, достаточно иметь всего лишь одну характеристику. Ну, нужно быть нормальным
И все. Давайте так, я сейчас буду перечислять вам вводные, а в конце вы скажете, описал ли я Нормиса. Окей, поехали. Он обычно одевается, ну вот, прям обычненько, знаете. Ну, примерно вот так. Ест простую еду, самую, ну, такую дефолтную. Получает удовольствие от обычных, порой даже бытовых вещей. Он не стремится к связям и довольствуется общением с небольшим кругом людей. И самое главное, не стремится к великой цели, а просто живет жизнь. Ну явно же Нормис! А на самом деле я описал вам Папича, одного из самых популярных русскоговорящих стримеров, который, к слову, удерживает свою популярность уже как десятилетие. Спросите у тех нетакусиков, кто считает Нормисов и NPC-челиков бичом общества, как они относятся к Папичу. И поверьте, респектовать ему будет каждый. То есть, если ты нормальный, то ты по факту пида... Нихуя себе! Про тебя говорил бомж Оксимирон. Это ты, дракон, которого я должен победить. Иди нахуй. Хватит. Каждый раз, когда один зритель, который ржал полвидоса над приколами и не поставил лайк и не подписался, умирает один Захар. Это был 1977 Захар. Пожалейте Захара. Подписывайтесь, блин. А еще по ссылке в описании ты найдешь настоящего единорога. Я вообще ни капли не шучу. Переходи по первой ссылке в описании. Там будет единорог. Бля, буду. Так, мы с вами о Нормисах поговорили. Что же стоит еще упомянуть в этом прекрасном видеоролике, которому надо поставить лайк? А, точно, нетакусики, антагонисты Нормисов. Ну, для начала давайте вспомним, как зародилось это слово. Факт номер 1. В то время, в те былые прекрасные времена, нетакусиков было небольшое количество. И факт номер 2. Их основа мысли, их основа сознания, маленького 13-летнего сознания, строилась на популярном в те времена Ларине. Что еще можно упомянуть? Наверное, паблик МХК. Здравствуйте, запостите этот видеоролик. Чего вы? Так вот, в те времена нетакусики и правда отличались на фоне общества. И это была небольшая маленькая прослойка. Сейчас же все перевернулось с ног на голову. И нетакусики превратились в Нормисов. Как бы странно и тупо это ни звучало. Позвольте мне пояснить. Нетакусик — это человеческая единица, стремящаяся к отличности. В разные времена такие индивиды проявляют свою отличительность по-разному. Как я уже говорил, в ближайшем прошлом базис этой прослойки молодежи строился на стремлении к каким-либо знаниям, чтобы козырять ими перед сверстниками. Сейчас немножечко все изменилось. Не такой, как все, он отвергающий общество. Презрительно относящийся к противоположному полу — это обязательно. Ну, конечно же, работающий над своим телом нетакусик — это Сигма, а не любитель книжек. Так вот, в последнее время Сигма стал настолько распространенным архетипом поведения, что на квадратный сантиметр парней, считающих себя таковыми, превышает мыслимые и немыслимые пределы. Я думаю, вы заметили. И именно поэтому лично я делаю вывод, что не таких, как все, стало в соотношении с обычными, сука, людьми, как будто бы, несоразмеримое количество. Женским отражением нетакусичности, конечно же, являются альтушки. Милые прекрасные альтушечки, пожалуйста, не нужно стукать меня своими тапочками и каблучками по лбу. Я вас, прекрасных, уважаю и люблю.
Но сегодня мы не будем сильно на вас останавливаться, потому что, по большому счету, вы являетесь отражением, зеркальным отражением сигма-мальчиков. Но меня больше смущает то невероятное соотношение обычных, сука, людей и таких, как все. Сейчас как будто бы каждый мальчик и девочка от 13, я не знаю, до 20 либо сигма, либо альтушка. Существовал такой философ по имени Фридрих Ницше. Человек серьезный и в пике карьеры, вообще-то пил мочу из ботинка. Так вот, работа его жизни была теория сверхчеловека. Он утверждал, что человек обязан стремиться к тому, чтобы стать сверхчеловеком, лучшей версией себя. Если откинуть совсем уж микроскопические отличия, то мы придем к тому, что сигма по Ницше, как бы кекно это ни звучало, это образ для многих парней современности. Конечно, в стремлении быть классным нет ничего страшного. Однако важно подметить, что даже сам Ницше предупреждал, что чрезмерное восхищение иллюзорной сверхчеловеческой судьбой может привести к трагедии. Это цитата. И именно этой трагедии мне бы не хотелось увидеть в будущем, когда все эти сигма-тестостерончики вырастут во взрослых мужчин и встретятся с реальностью, в которой желание стать особенным из их юности будет бить по менталочке в настоящем. Особенность как явление, оно вообще по сути по своей невозможно без одобрения общества, без признания этой самой особенности и избранности в ком-то, кем-то. Тогда зачем вообще стремиться к тому, чтобы другие люди признали твою исключительность и особенность в сравнении с кем-то? Я этого не понимаю. Потому что на самом деле достаточно единожды в жизни признать свою собственную особенность самостоятельно. Ведь как бы мы ни были как людишки, серые и однообразные, на самом деле каждый из нас уникален. А ты боишься стать Нормисом? Да я нормис тоже. Что плохого нормисом-то быть?